Друзья, канал Рыболов Копатель приветствует вас. Ну что, Павел собрался покопать. Посмотрите, просто с утра вышел, да ничего, все было. Вот за 15 минут, посмотрите, что накидало, навалило. Я доеду, конечно, я сегодня недалеко собирался относительно. Посмотрим, что из этого получится. Но там уже пару сантиметров снега выпало. Вот и до Калининграда пришла зима. Поехали, друзья. Подписывайтесь, ставьте палец вверх и пишите комментарий в поддержку, чтобы не сдаться просто. Вот по трассе пробрался, что уже неплохо. Интересный момент, ребята. Уже, по-моему, в прошлом году также примерно в такое же время тоже решил я выбраться на этот поселок и тоже попал в такую же историю со снегом. Один раз зимой из этого поселка меня местные жители помогали выталкивать. Автомобиль просто выехать не мог, тоже снега столько намело. Несмотря на то, что у меня зимняя резина такая бодрая, хорошая, еще шипованная на тот момент была. Были проблемы с выездом отсюда. Вот, едем мы в поселок. Некогда огромный немецкий поселок был. Часть этого поселка на сегодняшний день сохранилась. А раньше при немцах здесь была кузница, пасека большая, школа, несколько улиц жилых, церковь. Домов очень много, все, конечно же, перекопано, но ничего, всегда какие-то находки здесь есть. Я надеюсь, что и сегодняшний день не будет исключением, так что поехали. Справа, слева дома были в свое время с генералом, тут подков больше 200 штук выкопали лошадиных. Ну, вроде снег, как по прогнозу и обещали, прекратился, это хорошо. Вот такие зимние пейзажи. Красота. Сейчас полезем. Вот такие кустарники, будем что-нибудь искать. Все, я обмундировался. Сапоги сегодня огромные надел, до минус 60, которые на огромной подошве, зато тепло, друзья. Все, потемнело. И у меня, вот пробравшись через кусты, здесь типа озерцо было, не знаю, вода тут стояла или нет. Вот сигнал первый и поясок медный. Оно и не удивительно. Поселок был боевой, в том числе даже танковые бои здесь были. Так что, может быть, все. Медяшка забираем с почином. Стреляная иловская гильза, латунь. Тоже вот эти постоянно тут попадаются. Не пойму, косуля что ли, или лошадь. Пойдемте водичку найдем, помоем. Воды не нашел,
но снегом помыл. Смотрите, прорисовка какая. Наверное, олень был. Наверное, был олень, ребята. Пойдемте дальше что-нибудь искать. Не как лисички зимние. Почва так разнится вообще. 10 метров отойдешь и уже песок. Пряжечка с ремешка. Ну вот, что-то уже, какие-то цветняшки идут. Это уже хорошо. Еще одно углубление. Типа как водоем какой-то был. Вот смотрите, интересный кирпич. Такое чувство, что отпечаток следа. Вам так не кажется? Кто-то говорит, что такие со следами кирпичи опасные. Кто-то наоборот. Ну, что-то такое похожее. Кто-то наоборот говорит, что они ценятся. Кажется, чуть-чуть разбогател, друзья. Вот я в этом немецком водоеме сижу. Сигнал такой мощный был. Кирпич. Вот стекляшка полезла. И смотрите. Опа! Какой-то медный кожух. Непонятно. Вообще не понимаю, что это такое. Как медная оплетка. А, нет. Вот оно. Смотрите. Внутри с дырочками. А это вообще ткань. А вот это медь. Вау. Зачет. В лесу кто-то гавкает. Вообще не понимаю, кто. Может, косули так переговариваются. Вот, смотрите. Материю эту снимаю. Материю снимаю, друзья. И на Занзибар. Медяшка все-таки. Вот тут вот только железное кольцо. Опять гавкают в лесу. Может, фантомы немецких собак. Вообще непонятно что. Как будто какой-то шланг был. Ну, ребят, килограмма 3-4 сразу есть. Мед, друзья, чистейший продукт. Классика. Не, что-то я вообще не понимаю, ребят. Я-то думал, это материя, а нифига. Это тоже медь. Это медь, и она звенит. Смотрите. Вот та медная перфорированная труба была вот в этой оплетке. Ребят, я не знаю, может катализатор какой-нибудь. Хрен его знает. Пишите ваши предположения, что это может быть. Не пойму. Собака, что ли, с поселка прибежала. Стекляшки вон лезут. Вот, чернилочка.
Так, лопатой чувствуется стекло там. Ну, блин, тяжело выкапывать. Все летом надо было. Какие-то запчасти от велосипеда, что ли, не пойму. Оба! Точно. Смотрите. Педали. А шильда где? Шильда где? Отсюда часть велосипеда, отсюда достал. И здесь сигнал продолжается. На вилку похоже. Пошли запчасти от велосипеда. Всегда копайте до конца. Ой. Опа. Ай-яй-яй. Что и требовалось доказать, ребята. Вот она. Вот она, шильдочка. Сейчас еще руль покопаем. Там звонок может быть. А для начала давайте почистим ее, помоем. Плохо видно. Сейчас щеткой поработаю. Прям отошла сама. Ну, сейчас уже почищу по-нормальному. Ну вот, что-то стало видно. Престо. Престо Верки. Вот такая шильдочка прилетела к нам, друзья. Это зачет. Сейчас попробуем еще звонок назвонить. Ну и это уже после помывки. Мыл просто мягкой стороной губки посудомоечной и мылом. Тут уже видно рулевое пошло. Вот он, наш конструктор немецкий. Может и звонок где-то лежит. Еще один сигнал рядом был глубоченный. Не пойму. Еще что ли? Велосипед, блин. Ну, смотрите. Снова педали. Это уже другой. Фу. Давайте тут поковыряемся с вами. Какие-то вот деревяшки только пошли. Бутылки битые. Опять там гавкает кто-то. Фантомы, блин, собачьи. Тяжело, друзья, вверх ногами стоять. Спина устает. Сигнал. Опа, и смотрите.
Блиндажная свеча из гильзы. Гильза стрелянная. Сороковой год. Советская. Горела, факел горел. Буду переодеваться, друзья, потому что в позе, блин, кверх ногами стоять очень тяжело, спина, да еще в сапогах, блин, 60-го размера. Фу. Медь еще надо дотащить до машины. Так что пойдемте подведем итоги небольшие наши и буду двигаться в сторону машины. Ну что, преимущественно по цветнику сегодня, я думаю, килограмм 5 в общем, наверное, есть. Вот в этом замесе. Шильда порадовала. Престо. То ли олень, то ли косуля, то ли лошадь, непонятно. Фу. Ну, в принципе, для такой погоды очень даже нормально, ребят. Не забывайте подписываться, кто еще не подписался, ставить палец вверх и писать ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч. Сезон продолжается. Обожаю работать с цветным металлом. Красота.